В этом видео я покажу, почему на моем автомобиле Skoda Octavia 5 подклинивал задний правый суппорт. И покажу, как я справился с этой проблемой и с какими трудностями я столкнулся. Поехали! Первым делом я поддомкратил автомобиль вот этим калечным домкратом и поставил подстраховочный старый советский домкрат. Открутил и снял заднее колесо. Вот в таком состоянии тормозные диски. Как думаете, пора менять? Далее я открутил вот эти два винта головкой на 13, придерживая вот в этих местах ключиком на 13. Ну и тут начались у меня первые трудности. При откручивании нижнего винта лопнула головка на 13. Вот так я попробовал ее заколхозить. Первый винт пошел нормально. А вот с нижним у меня уже начались проблемы. И я попробовал его аккуратненько нагреть. Сначала оттянув защитный пыльник, чтобы не спалить его. Ну, и это не помогло. И я захотел откинуть скобу и достать колодки, не снимая полностью. Но второй винт я так и не снял. И было принято решение спилить его. Затем отсоединил я трос ручника вот таким способом. И снял вот эту пружинку. Вот и добрался я до нижней направляющей. И выяснилось, что она у меня была искривлена. И это давало клин скобы при нажатии на тормоз. Колодки, с одной стороны, не возвращались в свое прежнее положение. Вот у нас идет такая система. Входит до этого момента нормально. А дальше все, зажало. Приходится выбивать. Конечно, я его немножко пробовал подровнять, но мне кажется, это все бессмысленно. Заказал я новые направляющие суппорта. Жду, пока придут. А эту я не знаю. Реанимировать нету смысла. Потому что я не знаю, как ее выровнять можно. Может, кто знает, подскажите. А вот и состояние колодок. Одна колодка вообще в ноль, стертая. А вторая колодка вот в таком ужасном состоянии. Она как-то на перекос стертая была. Теперь, чтобы поставить новые колодки, мне нужно вдавить и вкрутить этот поршень по часовой стрелке. Для этого, конечно же, нужен специальный инструмент. Примерно вот такой. У меня его, конечно же, нету. Но есть вот такие инструменты. Ключ от болгарки. Вот такие щипцы. Как они называются, я не знаю. Вот такие вот. Газовый ключ. Ну и, конечно же, мое приспособление для вжимания суппортов, которое я делал вот в этом видео. Можете посмотреть, как я делал эту самоделку.
Ключ от болгарки мне сразу же не подошел. Ай ты ж, блядь, сука, падла, блядь. Открутив крышечку расширительного бачка тормозной системы, я вот таким способом, прижимая цилиндрик, вкрутил его. Хера с два, блядь. Если будете так делать щипцами или ключом газовым, зажимайте по краю, чтобы не повредить цилиндрик и пыльник. Перед установкой новых колодок я почистил все посадочные места. Почистил втулки направляющих при помощи тряпочки и отверточки маленькой. В общем, заказал я комплект направляющих, вот таких на этот суппорт. Здесь болты идут уже не только под ключ, а также еще под звездочку, что будет очень удобно, если оно будет плохо откручиваться. Я думаю, эти болты будут лучше, чем мои старые. В общем, поменяем две направляющие, поставим на правую сторону, на левой стороне у нас направляющие более-менее нормальные. Пыльник нормального качества, в принципе. Я думаю, пойдет. Смазку, естественно, я буду использовать свою, которую уже наносил. Вот эту Хадо. Думаю, все будет отлично. Пока ждал их, 2 дня катался на старых. И вот такой износ колодок получается у меня. Вот такое может случиться, когда думал, что работы на 5 минут. Новое направляющее поставил, смазал. Все, теперь ставим на место суппорт. Спасибо за внимание. До новых встреч.